Всем привет, с вами снова Алина, и сегодня на моем канале будет ваша любимая рубрика, где я рассказываю про стиль знаменитостей, звезд, моделей, актрис, блогеров. И сегодня я расскажу вам про стиль Беллы Хадид, потому что большинство из вас под прошлыми роликами просили рассказать именно о ее стиле, я вас услышала, поэтому мы сегодня поговорим именно о ней. Можно сказать, что Белла Хадид одна из самых ярких знаменитостей современности, ее прорыв и звездная карьера начались в 2014 году, когда она подписала контракт с модельным агентством IMG. Вот тогда ее карьера и пошла в гору, тогда они начали говорить, потому что можно сказать, что Белла Хадид является представителем так называемой новой школы супермоделей, к которой относится ее сестра Джиджи, к которой относится Кендалл Дженнер и другие представительницы звездных фамилий, потому что Белла Хадид все-таки тоже необычная девушка, она не появилась на звездном небосводе случайно и с улицы, нет, она является носительницей очень известной в Америке фамилии, но несмотря на это, девушку нельзя упрекнуть в том, что ей все достается легко. Если посмотреть на перечень ее работ и на количество рекламных кампейнов, в которых она принимает участие, можно сказать, что Белла настоящий трудоголик. И сейчас на ее счету есть такие потрясающие контракты и такие потрясающие работы, как участие в показах Tom Ford, Balmain, Chanel. Также Белла появлялась на страницах Vogue, украшала его обложки. И, конечно, одним из самых знаковых событий было ее участие в показе Victoria's Secret Fashion Show. Вот уж точно один из признаков того, что ты являешься супермоделью. В общем, давайте не будем тянуть, а поскорее перейдем к разбору стиля одной из самых востребованных супермоделей знаменитостей, стилю Беллы Хадид. Итак, что касается цвета, можно сказать, что Белла Хадид не фанат каких-то ярких оттенков, особенно в повседневной жизни, и большинство ее одежды как раз-таки черного цвета, уж очень сильно она любит эту гамму, но при этом ей удается не выглядеть готически и как-то очень скучно, не вызывается каких-то ассоциаций с Мортишей Адамс, а все вещи подобраны просто блестяще, со вкусом и всегда ее украшают. Лично я не знаю, откуда у современных супермоделей такая любовь к черному цвету, но можно сказать, что Белла не стала исключением, и с уверенностью можно сказать, что это самый главный цвет ее гардероба, поэтому если вы такая же любительница монохромных луков, не знаете, как их разнообразить, но при этом безумно любите черный цвет, то рекомендую вам обратиться к стилю Беллы. Если говорить о повседневном и уличном стиле Беллы, то можно сказать, что он абсолютно расслабленный, нейтральный и не такой пафосный и претенциозный, как ее наряды на красные ковровые дорожки. В повседневной жизни Белла одевается очень просто, не выделяется, за исключением, конечно, разве что каких-то кроп-топов, которые очень хорошо подчеркивают ее точеную фигуру, но в остальном ее гардероб состоит из довольно базовых вещей. Это могут быть какие-то спортивные куртки, это абсолютно базовые джинсы, базовые футболки, либо футболки с какими-то надписями и всевозможные вещи в стиле casual и спорт-шик. В повседневной жизни Белла любит удобство, комфорт и спортивный стиль. И в этом, можно сказать, она практически не отличается от остальных супермоделей, потому что в своей рабочей жизни они вынуждены примерять на себя всевозможные наряды от кутюр, всевозможные сложные ансамбли, и поэтому в повседневной жизни хочется просто отдохнуть, не заморачиваться, надеть что-то удобное, а не ходить все время на шпильках и в обтягивающих платьях. Так что в своем повседневном и уличном стиле Белла просто отдыхает и восстанавливается между очередными съемками. Продолжая говорить об ее уличном стиле, нельзя не упомянуть, конечно, и обувь. В повседневной жизни Белла отказалась от шпилек, от платформы каблуков, потому что ей всего этого хватает на подиумах. В обычной жизни она предпочитает обувь на низком ходу, либо какие-то кроссовки, сникерсы. В общем, все максимально удобное, комфортное и подходящее для города. Но при этом это, конечно, не какие-то супер обычные кроссовки, хотя такие тоже есть в ее гардеробе. Это, как правило, трендовые и известные дизайнерские модели, которые при этом выглядят лаконично и не кричат о статусе владелицы. Ну и, конечно, в своей повседневной жизни Белле совсем не нужно увеличивать ее рост, потому что она и так довольно высокая, поэтому обувь на каблуке остается только для каких-то выходов и только для работы. Также, говоря о гардеробе Беллы, нельзя не упомянуть ее любовь к дениму. Джинсы — это вообще отдельная песня в ее стиле. В ее гардеробе есть как какие-то ультрасовременные модели, так и супер винтажные. Белла неоднократно признавалась своей любви к джинсам в стиле 80-х, 90-х. Она смело носит джинсы на завышенной талии в сочетании с кроп-топами, и можно сказать, что у девушки это получается просто виртуозно. Белла любит как светлый, так и темный деним, но основное предпочтение все-таки отдает светлому, потому что именно такие модели напоминают о ретро-стиле, а его Белла, как известно, очень сильно любит. Белла Хадид носит как обтягивающие, так и свободные джинсы, умело сочетая их с базовыми топами и подходящей обувью. И, конечно, с уверенностью можно сказать, что любимая одежда Беллы на каждый день — это джинсы. Также можно сказать, что Белла одна из тех знаменитостей, которые просто обожают
обожает комбинезоны, они безумно ей подходят, как правило, они все по фигуре, все довольно обтягивающие, что тоже относится к фирменному стилю Беллы. Несмотря на то, что комбинезоны довольно капризная одежда, они не совсем сочетаются, к ним тяжело подбирать обувь и подбирать, соответственно, аксессуары. У Беллы это получается просто на ура, и неважно, будет это какой-то повседневный выход, либо какой-то выход на публичное мероприятие. Причем здесь тоже работает любовь Беллы к завышенной талии, практически все комбинезоны именно такого кроя, что очень выгодно подчеркивает ее длинные ноги и визуально делает ее еще выше. И именно этот эффект Белла просто обожает. Кстати, я буквально недавно нашла комбинезон своей мечты в стиле Беллы Хадид, была безумно рада, нашла его в интернете. Сейчас жду, пока он до меня доедет, и постоянные подписчики моего канала знают, что всегда, когда я что-то покупаю в интернете, я использую свой любимый и проверенный кэшбэк-сервис Мегабонус, который позволяет вернуть до 40% от моих покупок. И, конечно, я просто обожаю расширение Мегабонус, потому что я всего однажды его установила, и теперь у меня голова не болит, потому что кэшбэк начисляется автоматически, и мне даже не нужно за этим следить. Также очень удобно, что теперь в расширении можно следить за изменением цены на товар. Например, если я что-то покупаю на AliExpress, я могу увидеть, обманывает меня продавец по скидке или нет, потому что вижу динамику цен. Мегабонус работает по всему миру, и я ни разу еще не встречала интернет-магазин, где бы мне не начислялся кэшбэк с Мегабонус. И вдвойне круто, что сейчас они сделали специальный промокод для моих подписчиков, вы его видите на экране, и с его помощью вы можете получить плюс 31% кэшбэку. Активировать его можно будет до 25 сентября, действовать он будет 5 дней, и, конечно, ссылку на Мегабонус и сам промокод я оставлю в описании, чтобы вы так же, как и я, могли экономить, когда что-то покупаете в интернете. Продолжая говорить о стиле Беллы Хадид, нельзя не упомянуть ее любовь к всему винтажному, к парижскому стилю. Эти вариации, эти образы одни из ее самых любимых, и если вы, в принципе, зайдете в ее инстаграм, то вы подумаете, что это инстаграм какой-то супермодели 90-х, потому что Белла очень любит винтажные образы и, соответственно, делает стилизованные фотографии, стилизованную обработку, и, конечно, одежда тоже соответствующая. Ей безумно идут и какие-то романтичные береты, и в то же время ультра дерзкие очки из 90-х. Вообще, в принципе, если вы хотите посмотреть на эталонный стиль 90-х, ретро-стили и винтажные образы, то обратитесь к стилю Беллы Хадид, потому что она и ее стилисты делают это просто идеально и превращают этот стиль буквально в классику. Многие модные критики говорят, что Белла больше всех из современных моделей похожа на супермодели с 90-х, и я думаю, это не в последнюю очередь связано с ее образами и любовью ко всему винтажному. Лично я могу заметить, что Белла варьирует между стилем 80-х и 90-х и старым Голливудом, потому что в ее образах встречаются и детали из того времени, и это придает ее стилю определенный шик. Ну и, конечно, просто отдельная глава жизни и стиля Беллы — это ее выходы в свет, это ее публичные какие-то образы, и здесь просто настоящий разрыв шаблона, потому что смело можно сказать, что Белла Хадид — самая эпатирующая супермодель современности. Каждый ее наряд вызывает столько обсуждения в прессе, как не вызывает ни один у других знаменитостей. Вот буквально недавно она примерила на себя супер смелый образ, о котором говорит весь мир, и который не обсудил разве что ленивый. Одно можно сказать с уверенностью: Белла очень любит оголяться, очень любит появляться на публичных мероприятиях такой полуодетой, культивирует обнаженное тело и так называемые платья-подглядки, которые может позволить себе далеко не каждая. В ее биографии есть уже несколько настоящих культовых образов, которые даже копируют девушки на Хэллоуин, а мне кажется, что это один из главных критериев того, что твой образ удался, когда его пытаются повторить другие, и у Беллы таких образов уже несколько, что говорит о том, что ее стилисты все делают правильно. Да, кто-то называет такие образы, возможно, слишком пошлыми, вульгарными, откровенными, но при этом назвать их скучными абсолютно язык не повернется. Понимать или не понимать подобные образы — это дело каждого. Белла просто продолжает задавать тренды и заставляет говорить о себе. Если говорить о макияже знаменитости, то нельзя не отметить, что в повседневной жизни Белла предпочитает сияющую кожу и акцент на глаза и губы. Вообще, Белла очень любит подчеркивать свои губы не только красной помадой, но и всевозможными темными, бордовыми, не боится использовать и какие-то нейтральные, но при этом тогда, конечно, делает акцент на глаза, использует smoky eyes и практически никогда не забывает про хайлайтер. Она очень выгодно подчеркивает им свой нос, скулы и добавляет немножко над верхней губой. Можно сказать,
сказать, что макияж это не то, где Белла любит сильно экспериментировать, она выбирает какие-то проверенные для себя варианты, а все эксперименты оставляет на одежду. В маникюре Белла тоже не эпатажна, она предпочитает ногти короткой и средней длины и выбирает оттенки алые, красные, темно-бордовые и тому подобные однотонные варианты, и практически никогда не использует на своих ногтях дизайн. Во-первых, это связано с модельной карьерой, потому что моделям в повседневной жизни нельзя использовать какие-то эпатажные варианты маникюра. Ну а во-вторых, даже для публичных мероприятий Белла предпочитает классику и абсолютно не гонится за какими-то маникюрными трендами. Что касается прически, то и в повседневной жизни, и на каких-то публичных мероприятиях Белла предпочитает либо высокий хвост, либо высокие собранные прически с распущенными волосами. Ее можно встретить не так часто, только буквально в последнем образе. Она немножко обновила свой стиль, сделала волосы покороче и использовала ультратрендовую стрижку в сочетании с натуральным и красивым цветом волос. Короче, Белла делает все, чтобы ничего не отвлекало внимание от ее образа, от ее тела и от ее супер откровенных нарядов, но в повседневной жизни это связано с тем, что, скорее всего, она просто не хочет, чтобы волосы ей мешали, потому что всевозможных экспериментов с волосами ей хватает и на съемках. Ну и, конечно, самый любимый аксессуар Беллы — это, конечно же, очки. В ее коллекциях представлено какое-то невероятное количество всевозможных форм, размеров, цветов, но особенное свое предпочтение она дает именно ретро-очкам в стиле матрицы, в стиле 90-х, и это практически ее визитная карточка, а так можно сказать, что далеко не только такие очки, конечно, есть в ее коллекции, но они, скорее всего, являются наиболее любимыми и здорово завершают ее образы. И это и были основные фишки стиля Беллы Хадид, о которых я хотела рассказать вам сегодня. Если вам понравилось это видео, то не поленитесь поставить ему большой палец вверх, мне будет очень приятно, и я буду снимать такие ролики и дальше. Но если видео вам не понравилось, то смело ставьте ему дизлайк, потому что мне важно любое ваше мнение, и я всегда стараюсь его учитывать. Не забывайте подписываться на мой инстаграм, я обновляю его практически каждый день, и что самое главное, всегда стараюсь быть там с вами на связи, можете задать какой-то вопрос в комментариях, и, конечно, я планирую свои видео, исходя из вашего мнения, и вы можете подсказывать какие-то идеи там, поэтому обязательно подпишитесь. Ну и самое главное, не забывайте подписываться на мой канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои следующие видео. С вами была Алина, увидимся в следующем ролике. Пока! Говорите, что хотите, но мне до сих пор кажется, что самый легендарный выход Беллы это был на показе Victoria's Secret, когда она выходила под песню Weeknd, и это было просто вау. Особенно те, кто знает историю этой пары.